Проснулась без будильника с рассветом, и мы уже у берегов Франции. Сейчас идем завтракать. Наш второй день круиза начался вот так. Всем доброе утро! Мы сегодня во Франции, в Марселе, проведем здесь этот день, можно сказать, первый день круиза нашего. Выходя с лайнера, мы с Алисой не можем пройти мимо лестницы, инкрустированной камнями Сваровски. В порту Марселя есть один нюанс. Порт очень большой, это один из самых крупнейших портов Франции. И для того, чтобы добраться до центра города, есть шаттл-басы, и они все платные. 8 километров отсюда до центра. Нам ничего не оставалось, как сесть в шаттл и отправиться гулять по городу. Осмотр Марселя мы решили начать со старого порта. Это сердце города. Марсель – второй по величине город Франции, известный своим историческим портом. А еще он является родиной гимна Франции «Марсельезы». Я сегодня подумала о том, что я была в более чем 50 странах, и во Франции я вообще первый раз в жизни, как-то так получилось, что мы сюда не доезжали. Знаменитый замок Ив из романа «Граф Монте-Кристо» также находится в Марселе. В 2013 году Марсель был удостоен звания культурной столицы Европы. По городу и по набережной курсируют вот такие паровозики туристические. А мы идем дальше. Здесь очень много кафешек, но так как раннее утро, еще большинство из них закрыто, только начинает открываться. Несколько маршрутов, вот взрослый 10 евро, а ребенок 5 евро. Но мы идем пешком, ножками. Здесь такой порт старого города, яхт очень много, огромное количество. Также можно сесть на лодочку и отправиться к замку Ив. Чем ближе мы к центральной площади, тем шумнее становится. Очень много людей, утро, и я не могу понять, в чем причина. Рыбы там плавают, да, цветные? Очень много кафешек возле порта и разных магазинов. Сейчас пойдем туда. Здесь проходят какие-то митинги и протесты. Я не могу понять, или какой-то праздник сегодня. Почему утро, да, и такие толпы, гуляния какие-то. Главное не потеряться. Проходи, Алиса, проходи. Я не знаю, как выйти из этой толпы и что здесь происходит. Главное не потерять ребенка, да? Мы хотим прогуляться по тенистым улицам, потому что сегодня очень жарко, поэтому солнце не очень. Где-то мы гуляем тут по центру, очень много бомжей, социальных личностей, прям спят здесь на матрасах, ну это трэш. Центр города, никто их не гоняет, получается. У нас такого нету. Здесь целая у них столовая получается. Капец. Как я поняла, это протесты и митинги в поддержку Палестины и Газы. В какую-то ловушку просто попали, не можем выйти из этой толпы. Сейчас пойдем в старый квартал Марселя, Ла Панир он называется. И там такие красивые домики ремесленные, сувенирные магазинчики. И
И я надеюсь, что будет потише, и посидим где-то в какой-то кофейне, кофе выпьем. Мама, купи! Сейчас. Маленькую зимнюю. Мы ушли из тех заполненных площадь и идем на ту локацию, которую выставила мама. Изначально город возник как греческая колония под названием Массалия. В средние века здесь производили мыло. А дальше к этому кварталу идет вот такая лесенка наверх. Здесь такая узенькая улочка и стрит-арт. Красивые граффити на стенах. Расскажу про интересные исторические обычаи. В древнегреческой Массалии желающие покончить с собой должны были обратиться в Сенат за разрешением и бесплатным ядом, только вдумайтесь, если их причины считали уважительными. Самый известный факт о Марселе – это, пожалуй, история мыловарения. Производство мыла началось в средние века, потому что в городе был избыток оливкового масла и соды. Мы вышли в этот квартал, идем гулять по улочкам. У нас сегодня такой день какой-то спонтанный. Мы бродим, сами не знаем, куда идем. Но смотрим какие-то достопримечательности по возможности в центре Марселя. Здесь такие более тихие улочки. Люди есть, туристы есть, но их не так много, как там на центральной площади и в старом порту. Это лавандовая мылка, да? Она как-то помыть. Вот это фигурки, это цикады. Мы сначала не поняли, думали какие-то мухи. Я вам сейчас покажу свою покупку. Большая такая, на дачу. Это я выбирала. Да. Для тех, кто любит исторические достопримечательности, в Марселе их очень много. Это аббатства, соборы и музеи. Но мы сегодня свой день спланировали немножко по-другому. Хотим просто погулять и насладиться колоритом марсельских улочек. Ты хочешь в зеркало себя увидеть? Да. Оно высоко, ты не допрыгнешь, Доц. Я привыкла много ходить с Алисой, а Наташе тяжело. Тая уже тоже тут. Ну не, мне нормально. Дети нудят, уже Алиса, хотят Она каждые 2 секунды говорит, что она хочет есть. Это она. вернуться на лайнер хотят. В общем, короче, трындец. Я делаю выводы, что я больше люблю гулять с Геной. Бродили мы сегодня весь день и не заметили, как неожиданно вышли к известному кафедральному собору Марселя. Это неовизантийский собор XIX века с роскошным интерьером, мозаикой, фресками и мрамором. Мы вернулись в то место, примерно, где мы садились на шаттл-бас, где мы выходили из него. И здесь эти протесты продолжаются, получается, они уже пошли колонной прямо по этой улице. Только вчера читала, что во многих портовых городах полиция перекрывает полностью все выезды из порта, пока этот протест палестинский не закончится. Сейчас он на движение реагирует. А ну пройди мимо. Да. Я себе купила такую же штучку на дачу. Очень много вот таких магазинов мыла ручного изготовления. Мы с Таей оставили Наташу и Алису в парке на качелях, а сами решили еще прогуляться и пройтись по магазинам. Это памятник иммигрантам, которые покинули родину по вынужденным обстоятельствам. И внутри у него пустота в душе. Морально тяжелая для меня скульптура, весь наш 22-й год в одной картинке. Мы возвращаемся уже обратно. Находились. Если честно, мы бы с Геной еще погуляли и гуляли, мы бы еще и до пляжей добрались, поехали бы однозначно на метро до них. Вот. Но мои уже все выдохлись, кроме Алисы. Алиса нормально, все выносит, Тая уже подустала, Наташа устала, поэтому возвращаемся на лайнер.
А еще у всех голод. Мы уже вернулись на лайнер. Алиса в бассейне. Тая где-то лежит, отдыхает. Говорю ей, не прыгай, я сейчас приду. Вот смотрю. Угу. Как раз человек ни разу не прыгает без меня. Бессовестная. Вы даже не представляете масштабы порта Марселя. Это что-то просто нереальное. О боже, куда столько много? Неси уже! Мы вернулись на лайнер, купались в бассейнах, сходили в столовую и сейчас осели здесь в бассейне. Да, мы сейчас пришли на корму в эту часть, потому что мы здесь редко бываем и обычно сюда не доходим. Вода морская, что ли, так прохладно? Осторожно. Можно. Это для маленьких совсем, видишь? Для маленьких деток. Соседний круизный лайнер Аида сейчас уже будет отходить из порта, а за ним мы в 6 часов вечера. Да. Большой, да? Такой, сколько людей, посмотри, на палубах, на балконах. Да, все машут. У нас в каюте поубирали немножко, а Алиса хочет сейчас пойти в детский клуб, чтобы я ее там оставила на часик. Не на часик, на 2. Посмотрим. Вечер, скоро сядет солнце, мы отошли от берегов Франции, и завтра утром мы будем в Испании. Делаем фотосессию на лестнице в камнях Сваровски. Красиво сфоткали. На круизных лайнерах всегда очень много фотографов, целая команда. И при желании вы можете сделать фотосессию и потом выкупить эти фотографии, если вам они понравятся. Мы сегодня решили поужинать в другом ресторане, там, где нужно заказывать что-то. И ждем. Заказали и ждем. Суп очень вкусный, я его попробовала, между прочим. У Наташи жареный поросенок. Грильд пиг. Бери уже.
Алиса такая, у. Thank you. Мне веганское принесли. Оно разное? Ужин был вкусным, было очень много морепродуктов. Сейчас хотим пройтись по палубам, еще по нескольким, зайти в театр и спать. Y a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada y de nada más no sé. Алисину детскую тусу мы не можем пропустить. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me, non c'è sta niente da fa, perché è una punita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. We dance and sing and Алиса так классно танцевала, да, что выиграла карандаши. Приз ей дали на последней песне. Молодец, умничка. До ре ми выводит деток и отправляет их спать. Алиса. Все, скажи, спокойной ночи. Мы говорим всем спокойной ночи и до завтра в Испании.